почему нужно купить Smart TV Box к любому смарт-телевизору. Любому, абсолютно любому. И вот видите, у меня очень мощный TV Box. Здесь стоит телевизор, обыкновенный смарт-телевизор TCL. Вообще не важно TCL, вообще не важно какому. LG, Samsung, Sony. Но сейчас я назову именно эти 10 веских причин, из-за которых он действительно нужен. На канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, подписывайте, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на наш канал, вот так вот, нажимайте колокольчик. Во-вторых, ссылочки на крутые ТВ-боксы мы разместили в описании под видео. А в-третьих, начинаем. Смотрите, это смарт-телевизор. Почему? Потому что первая причина – смарт-телевизор всегда слабее, чем среднестатистический ТВ-бокс. Да, это правда. Кроме каких-то топовых, допустим, позиций Sony на Android TV или на Google TV, там, да, там более-менее процессоры, но там тоже нужен Smart TV Box. Зачастую приложения выполняются быстрее на самом ТВ-боксе. Это ТВ-бокс, то есть мы сейчас можем видеть, как у нас работает это все быстренько, да. То есть те же самые приложения, тот же самый, допустим, Kodi, он будет стартовать всегда намного быстрее. Я сейчас включу обыкновенный Smart TV, где у нас пульт? Вот, пожалуйста, и сам Kodi, да, работает. Если я включу обыкновенный Smart TV и начну с ним что-то делать, давайте, сейчас мы выберем. Вот вам и прикол. Хотел показать на Kodi, включил Smart TV телевизора, и Kodi у меня снесло почему-то. Вот, кстати, одна из тех причин, это вторая причина. Давайте так, не все программное обеспечение установишь. Зачастую на некоторых смарт-телевизорах, например, на Sony, на том же самом, я сталкивался с тем, что некоторые приложения, скажем так, для не совсем платного просмотра контента иногда не работают, сносятся или вообще бывают какие-то казусы. Ну, это такая себе причина. Давайте дождемся установки Kodi, посмотрим, насколько быстро здесь он работает. Это просто одно из сравнений. Вообще, зачастую любой смарт-телевизор, он именно так и работает. Ставится середнячок проц, который просто отрабатывает стриминговые приложения, потому что телевизоры точат под стриминг. Тут же еще нужно учитывать, что у смарт-телевизоров разные операционные системы. Например, на WebOS не все поставишь. Вообще там огромное ограничение по установке. Про тот же самый Tizen от Samsung, там вообще просто какой-то трэш. Ну и не говоря уже там про VidaOS на других телевизорах. Я тут сейчас как бы рассматриваю конкретно Android TV платформу. Вот давайте. О, начал тормозить звук, слышишь? Да. Жесть, просто телевизор немножечко устарел. То есть это один из вариантов того, что устаревание телевизора. Смотрите, как Kodi здесь стартует. То есть мы нажали стартануть Kodi и ждем. Тупо ждем. Все, Kodi стартует. И так совсем. Со временем вообще смарт-телевизоры там работают очень-очень весело, они замедляются, ура, включился. То есть у нас есть вопрос того, что Smart TV Box всегда будет быстрее. И это я еще поработал над этим телевизором, то есть он ускорен максимально. Также еще вопрос, если со Smart TV Box у меня есть опыт работы еще с Android 6 и Smart TV Box до сих пор работают. На Android 7, да, некоторые приложения уже не поддерживаются, если брать сертификаты, то у меня есть сертификаты, которые работают с Android 8, да, еще Macbox 3, он до сих пор работает, сколько ему лет? А любой смарт-телевизор через 3-4 года, которые заложены в них, в принципе, производителем, он уже практически работать не будет. Просто-напросто перестают обновлять. И мне интересно, они выпускают новую линейку каждый год. Сколько там поддержка? 2 года, 3 года. Потом перестают обновлять, приложения перестают обновляться, перестают устанавливаться. И я с этим сталкиваюсь повсеместно, с этими жалобами в комментариях. Это вторая причина. А тут вот следующая причина вообще сутоаппаратная. Зачастую во всех телевизорах стоит 100 мегабитный модуль LAN RJ45. И Wi-Fi зачастую слабее. Это факт. То есть если я сюда подсоединю, здесь гигабитный Wi-Fi, сделаю здесь гигабитный LAN, то есть здесь обыкновенный гигабитный LAN. И даже если я здесь начну на обыкновенном Wi-Fi проверять тест скорости сети, да, то есть у нас сейчас, смотрите, мы включили обыкновенный Analytics. Давайте с обыкновенным Analytics начнем. Пожалуйста, у нас тут 400 пошло мегабит, вообще он может больше. 450, 500, это то, что на Wi-Fi. И так вообще у многих ТВ-боксов, средний ТВ-бокс это 300-400 мегабит, хороший ТВ-бокс, который мы вам советуем. Вот 480 мегабит на загрузку. Если я пойду на том же телевизоре, у меня здесь вообще, знаете, какая проблема у этого телевизора? Я сейчас включу здесь Analytics.
Ну давайте, аналитии. Вы сейчас увидите одну интересную фишку. Ну, во-первых, запускаться будет. Ага, обновление. Хорошо, обновим. Процесс обновления, да? Уже стоим, короче. Вот просто это тормозняк. Это тормозняк. И зачастую люди на смарт-телевизорах, они мне рассказывают, что, ну, блин, у меня так все работает хорошо. А ты видел, как работает по-настоящему хорошо? Нет? Вот давайте открываем аналитик, посмотрим. Здесь вообще собака у меня порылась с этим TCL. Ну, тут не говорю только с TCL. Да что ты будешь? Не хочу. У меня здесь сейчас подключен Ethernet. 100 мегабит. Это вот, кстати, вопрос по модулям. Максимум. И то 100 мегабитный модуль, который, мать его, не дотягивает до 100 мегабит. Ну как так? Объясните меня. Я сейчас отключу LAN RJ45, который у нас к нему подключен. Вот, отключил. И у нас здесь целая история. Он не хочет работать с новыми роутерами. О, подключился к 2.4 сети. Давайте к 5 ГГц подключим. Подключение к сети 5 ГГц. Ура! И посмотрим на скорость, которую дает вот среднестатистический смарт-телевизор. Блин, громкий такой. Ну да, во-первых. Давайте ждем. Пинг у нас, да? Уже сразу. И все. И все. То есть это неплохо. Это неплохо, но это не 400 мегабит, да? Вот как минимум слабее модуля. И это еще нормальный телевизор. В WebOS вы вообще померить не можете. Я вам открою тайну. Там зачастую на WebOS там 120-150 мегабит это максимум, который мы получали. И это мы мониторили трафик на кинетиках. То есть мы ставили и мониторили трафик. Пожалуйста, 209 на 134. Основная причина, про которую я сейчас вам скажу, почему следует купить TV-Box, даже на самые дорогие, это основная причина. Это автофреймрейт. Вы сейчас скажете, ну у меня в телевизоре есть уплавнялка. Да, может быть. А может и не быть. А может есть телевизоры, которые эта уплавнялка только ухудшает мемсы, либо работает только в одном каком-то плеере, либо вообще не работает, либо эффект оперы никому не нравится. Но по-настоящему ощутить, допустим, киноэффект в 24 кадрах, как его задумывали режиссеры, можно только с помощью TV-бокса. Ни один телевизор 24 кадра чистых не дают. Если вы мне не верите, что, допустим, тот же самый телевизор LG, как заявляют, вот, допустим, Artings, что у них есть 24/60, я вам сейчас показываю маленькую видеозапись того, что он реально не переключает в 24 кадра в режиме киноэффекта. То есть у меня включено сейчас диагностическое окно, при переключении в 24-кадровый режим он не гасит матрицу, он просто-напросто переключает. То есть автофреймрейтов в телевизорах нет. Если я сейчас зайду в Vimeo Media Player на том же самом, допустим, телевизоре, смотрите, в опции, в диагностику, то мы видим, что у нас здесь есть единая частота. Все. Несмотря на то, что здесь есть какая-то уплавнялочка. А если мы с вами пойдем на TV-Box и пойдем, допустим, в диагностику Vimeo, ну, в данном случае это TV-Box, который поддерживает автофреймрейт, да, пойдем в диагностику, то мы увидим, что у нас поддерживаются все частоты, все разрешения, от 720p до 4К. И дробные, и целые. И это тоже одна из причин, почему необходимо к любому смарт-телевизору купить TV-Box. Даже в самых крутых Sony, там будет всего лишь их вот этот вот Motion Flow, или как он там, XR, короче, уплавнялка, которая просто-напросто будет уплавнять эффект дрожания в динамических сценах в фильмах. Это вот факт. Конечно же, есть еще одна такая интересная причина о том, что TV-Box вы всегда можете взять с собой и поехать в другое место, если у вас арендованная квартира, либо вы находитесь где-то в командировке. Это факт. Вы можете взять TV-Box со своей коллекцией фильмов, со своими подписками, со всем чем угодно. Ну, допустим, у вас Netflix подписка, вы взяли с собой TV-Box, если он сертификат, а там у вас заведен ваш Netflix. Приехали куда-нибудь в отель, подключили и смотрите ваши сертифицированное телевидение, за которое вы платите. То есть это одна из причин. Потом, есть одна причина, с которой я сталкиваюсь достаточно часто. Вопрос, как подключить
веб-камеру на телевизор. Знаете почему? Потому что многие своим престарелым родителям, бабушкам, дедушкам ставят веб-камеры и общаются на ТВ-боксах через Zoom, через, допустим, тот же самый Google Meet, через различные приложения. Это если ТВ-бокс на OSP, эти приложения поддерживаются. Но в любом случае на Android TV вы можете общаться, допустим, на ТВ-боксах подключить камеры. Как минимум там Logitech какие-то серии поддерживаются уж точно. Следующая причина очень даже интересная. Ресивер. Ресивер. Когда мне говорят, что там смотреть хочется с классным объемным звуком, и у меня есть только смарт-телевизор, но есть ERC, и можно обратным способом смотреть с телевизора объемный звук, вам нужно задать себе первый вопрос. Поддерживает ли объемный звук тот источник, откуда вы будете смотреть? Ну, допустим, с Netflix, да, вы сможете посмотреть Dolby Digital звук на телевизоре, так как у него зачастую есть лицензия Dolby Digital Plus. Так вот, на телевизорах, если нет ТВ-бокса, не в битстриме, вы смотреть не можете. То есть HD звук вы получить со 100% вероятностью не сможете. Только в каких-то очень крутых моментах вы сможете получить HD звук через обратный ERC, скажем так, на каком-то очень крутом ресивере, и то не факт. Зачастую это так не работает. Работает это следующим образом. Берется крутой ресивер, берется ТВ-бокс, пробрасывается через ресивер на телевизор, и из ресивера вы получаете объемный звук. На телевизоре это реализуется, честно говоря, криво, поэтому ТВ-бокс к этому очень-очень имеет большое отношение. Ну и одна из последних причин, на которую следует обратить внимание, это не совсем легальные способы просмотра контента. Я говорю сейчас про TorServe, про какие-то дополнительные приложения, которые, например, на WebOS, на Tizen, на Vidu вы не сможете поставить. А если есть у вас Google TV или Android TV, то зачастую для TorServe, для Matrix, давайте не про TorServe, а про Matrix, зачастую для Matrix там будет слабовато хватать ресурсов вашего телевизора, то есть какие-то топовые модели Sony, да, но опять же вы поставили туда Matrix, пытаетесь смотреть, а у вас уплавнялка. И вся эта совокупность причин, она говорит о том, что вам все-таки нужен ТВ-бокс. Просто-напросто необходим. Телевизоры устаревают, телевизоры можно менять, телевизор вы можете переезжать с места на место, вы можете подключать какое-то дополнительное оборудование, вы можете даже играть в какие-то игры, в эмуляторы, например. Это тоже одна из причин. Поэтому, ребят, ТВ-бокс в помощь, смарт-телевизоры, когда мне говорят, сейчас в смарт-телевизорах есть все, ТВ-бокс умирает, ТВ-бокс только в начале своего развития. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.